Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. События со дня на день, ближайших дней. И мы не ставим, и я специально не указала сроки, ну, может быть, в целом где-то около недели. Может быть, и 2-3 дня у кого-то проиграются, у кого-то вообще ничего не проиграются, будем реалистами. Иногда и до 2 недель растягиваются сроки. Поэтому, ну, вот где-то ближайшие дни, плюс-минус. Для тех, кому интересно, я уже не буду останавливаться на транзитах в этот период, вы можете перейти на мой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео, и прочитать планетарный гороскоп. И подсказок будет больше. Мы же с вами идем вперед. И давайте вот на этих маленьких картах, никогда не знаешь, что выпадет, такие рандомные значения, мы узнаем, что же случится в ближайшие дни, что произойдет или будет происходить, с чем это связано. Какую палитру событий нам раскроют карты? Смотрю я, смотрите и вы тоже. С чем будут связаны эти события? А у вас, смотрите, добрые перемены, мои дорогие козероги, часы, перемены, именно добрые. Причем неожиданное что-то будет. Может быть, и перемены, знаете, вот когда у нас бывает, приходит совсем все не так, как мы хотели. Или все идет не таким каким-то путем отлаженным. Колокол, да, это неожиданности. Это может быть связано даже с какой-то новостью, которую вы услышите в средствах массовой информации. Или это новость от какого-то конкретного человека. Или, ну, еще вот какие-то события, которые не вы инициировали, которые не именно направлены непосредственно на вас, но вам это приходится учитывать. Ну вот какая-то как общая температура по больнице или по миру, кто знает. И у вас, кстати, смотрите, любовь еще выпадает. Роза. И при этом смотрю, ой, как интересно складывается. Роза, любовь, солнце. Солнце – это радость, это возможность, это может быть и удача. Как-то складываются так обстоятельства, что-то добро хорошее. Причем не на короткий момент, мои дорогие, а то, что на долгий период времени. И как и солнце, это выбор правильного направления. У кого-то вопросы творчества, бизнеса, работы, ваших продвижений, ваших планов, замыслов, что вы хотите осуществить. Конечная какая-то точка маршрута, потому что это 6-8 месяцев с заходом на следующий год, на 26-й. И, может быть, это вы что-то планируете и будете планировать немножко так поотдаль. Вы уже видите на перспективу, а не в моменте здесь и сейчас. И вот у вас какие-то такие, как и новостные события, такое может быть. И смотрите, тут закрытый путь. Ретро-Меркурий нам дает остановки, нам дает паузы. Здесь может быть и какая-то пауза. Вы уже себе что-то распланировали, а что-то приостанавливается. Ну, тогда примите во внимание, что все произойдет в свое время. Кто знает, может быть, именно всему свое время, я хочу сказать. Собираетесь куда-то поехать, но не стыкуются, документы не согласованы, что-то не получено, что-то не договорено. Ну, значит, через какой-то период времени, а мы уже ожидаем к середине августа, у нас вот эти паузы постепенно заканчиваются, мы приходим в нормальный ритм, а к концу августа и того быстрее придется поворачиваться. Ну, я теоретически такое могу предположить. Поэтому сейчас как будто вам не нужно, а вот потом самое время. Я этого не исключаю. А может быть, как раз это вы с чем-то определяетесь и закрываете куда-то путь. То, что вам не интересно, то, что, ну, вы видите уже теперь не имеет какого-то принципиального значения. Или так меняются обстоятельства, что вы уже сами не хотите что-то продолжать. И пусть недавно вы приняли одно какое-то решение, вы тут можете что-то переиграть и от чего-то отказаться сами. И для вас, не бойтесь, наверное, не следовать какому-то шаблону. Тут нам все шаблоны уран переломают, это точно. Вот эти добрые перемены, они идут к уверенности, к якорю, к стабильности, мои дорогие.
Говорят, большое видится на расстоянии. Вот это солнце, как раз расстояние. Вот вам, может быть, где-то и карты пасьянса говорят, а ты, ну вот посмотри немножко дальше, Козерог, и ты увидишь, как вот эти перемены, которые, может быть, только закручиваются у вас с первых карт, идут какие-то добрые перемены, но они будут оказывать влияние на будущий период. Тут именно к чему-то доброму, светлому все идет. И если поначалу нас что-то ставит еще в тупик, ну, не волнуйтесь, постепенно все встанет на свои места. Пусть не с точкой, пусть нам придется еще какой-то период жить в некоторой неопределенности. Я чисто планетарно такое могу предположить, но шаг за шагом свою траекторию вы отстроите. Не переживайте, мои дорогие козероги. Пока я с вами говорю, мы можем в нашем пасьянсе складывать карты по вертикали и по горизонтали, в крайних рядах, которые... И вот сейчас я проверяю, что мы еще можем сложить. Пока я ничего не вижу, честно говоря. Но у вас настолько добрые уже сошлись значения. Давайте мы с вами узнаем. Вот такой вопрос зададим. Ваше настроение. Ваше настроение в связи с этими событиями. Мы ведь можем воспринимать тут по-разному. Но что же на самом деле? Что там, как вы это все чувствуете? Эти перемены. Любовь. И карта нам говорит: старший аркан. Личная жизнь. Удели внимание личной жизни. Вопросам дома, вопросам семьи. Очень добрая карта, всячески положительная. И, знаете, любовь, ну что тут можно испытывать? И в этой колоде карт, которую пририсовал Чиро Маркетти, это карты очень добрые, сами по себе, первое значение именно про любовь. Хотя, конечно, это карта и выбора, это вы можете себя чувствовать на выборе, где-то мы говорили с вами об этом. Но у вас и любовь, и где-то карта подтверждает. Это как ваше состояние влюбленности, или кто-то влюблен в вас, или даже для тех пар, которые уже сложившиеся, устоявшиеся, союз какой-то здесь, правда, продолжение какое-то следует. Может быть, это вы как изучаете заново, открывая друг другу, как и своего партнера, так и, может быть, отправитесь куда-то в путешествие, я такое могу предположить, или будете что-то такое планировать. Вы как видите друг друга по-другому. Вот иногда карта это дает. Ну а если мы говорим о выборе, тут не совсем выбор, тут скорее что-то нужно согласовать, потому что эта карта говорит: сепарация только, иллюзия. Нет места отчуждению какому-то, нет. Это точно. Новые планы на будущее. Новость какая-то может прийти. Может новость прийти от ваших детей или связанная с детьми. Или, ну, просто сама по себе добрая весть и доброе настроение. Мне нечего добавить. Ладно, давайте мы тогда спросим. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Ну, где-то будете принимать важные решения. По королеве жезлов это та, которая себе наметила какой-то путь, траекторию, но она пока никому об этом не говорит. Но это уже настроенность на что-то одно. Но и еще пока есть и неопределенности, поэтому это мы только прицеливаемся как будто. Ну ладно, в каких сферах жизни будете принимать важные решения? Это может касаться бумаг, каких-то согласований. И тут регламент. Что-то вы ускорить точно не можете, поэтому не ставьте перед собой жестких рамок. И это может касаться также финансовой ситуации. Какие еще сферы жизни? Тут, знаете, самое главное самому себе не помешать. Вот посмотрите, вас все карты приглашают к вдохновению, к любви и более рациональному мышлению. И отказаться от ненужной философии, когда вы сами себя как будто можете загнать в какой-то мрак. Почему? Восьмерка мечей – это всегда карта искаженного восприятия. Видимо одно, а по факту что-то другое. И девушка нам, которая изображена, она смотрит вглубь себя. Нам может теперь казаться, что-то сдерживает, не получается, а на самом деле это только лишь ваше восприятие. И семерка пентаклей где-то говорит о том, что наступит время, и все придет в свой срок. Я уже об этом где-то говорила. Но это бумаги, согласования, какие-то подписание, может быть, документов.
или походы к чиновникам, или ожидание конкретной бумаги, да, опять же, документа, или согласований в банках. Вот тут есть какая-то конкретика, которую вы не можете ускорить. И она касается бумаги. Да, тут и будет и решение. Посмотрите, жезлы и королева жезлов перевернулась. Это дела, работа, бизнес и откуда к нам поступают деньги. Одновременно работа с информацией. Поэтому все то, что касается какой-то, ну, такого больше целевого направления. Не случайно солнце выпало. А тут жезлов нам говорят, что делится период, может быть, даже в несколько дней, на период до и после. Какое-то основополагающее решение будет определять ваши действия. И именно эти действия будут связаны с конкретными, опять же, согласованиями, бумагами, деньгами. Или, может быть, это будет касаться работы. Ну, не все меня смотрят просто рабочие люди, да. У кого-то это будет именно, ну, составление важных бумаг самого разного рода. Или вы принимаете решение, может быть, по части дополнительного заработка, и тут тоже что-то будете просчитывать. Самое главное, зрите в корень и будьте реалистами. Не должно быть закрытых глаз. Как только, как будто карта предупреждает, тут действительно тебе придется что-то просчитывать. Где-то и по времени подходить рационально ты не можешь ускорить. И если что-то и становится на паузу, это не значит, что это невозможно. Нет. Если встала на паузу, тут не надо самому додумывать. Тут все придет в свое время. Вот у тебя как будто уже вот этот туз жезлов поделил жизнь на период до и после. Поэтому будьте рациональны, мои дорогие. Поездки, возможные перемещения. Давайте спросим. Поездки, перемещения. Ну, опять же, карта паузы. Что-то, может быть, и вы куда-то собираетесь в поездку, а тут могут быть задержки. И я должна сказать, сам по себе период ретро-меркурия нам как раз и дает сплошные паузы, какие-то информационную, знаете, чехарду. Дает сбои в электронных системах, в том числе электронные системы взаиморасчета. У кого-то вверху у нас пентакли. Или, может быть, вы оформляете некоторые документы онлайн, такое тоже есть. И много где употребляется. Тут тоже может быть не потому, что не идет какая-то система, не срабатывает, но вот есть то, что вы не можете ускорить. На перемещение как будто вы и сами можете, ну разве что в отдых собираться. Или короткий маршрут какой-то, или спонтанный маршрут с целью отдыха. Может быть, когда вы видите, все стало на паузу, и правда, отложу-ка я что-то на потом, а сейчас я уделю внимание самому себе. Вот со знаком плюс будет проигрываться именно то, что для вас, для отдыха. Спонтанный маршрут, кстати, двойка пентаклей говорит о спонтанности или легкости на подъем. У кого-то это легкость, потому что его величество случай приходит на ваш порог, имеется в виду, вы услышали новость. И вы понимаете, сейчас или никогда. Или я сейчас этот вопрос до конца проясняю. Или я сейчас иду оформлять какую-то важную бумагу. Или завтра у меня не будет этой возможности. И вам придется что-то, ну, как свои планы корректировать. Будьте к этому готовы. Потому что по двойке пентаклей иногда идет вот этот спонтанный маршрут. И даже где-то судьбоносность есть в этом. Мы как будто пробуем себя в новом деле или в новом направлении. Вот такое может быть. Не будьте, ну, безапелляционны по этой карте. Именно легкость на подъем и спонтанные маршруты. Что еще? Ну вот вас это все радует, вдохновляет, понимаете? Где-то это может быть и семья, ваши близкие, вопросы любви. Но рыцарь кубков может говорить, что к вам кто-то в гости засобирается, как будто гонец, да, рыцарь кубков с доброй вестью, или с признаниями любви, или через личную жизнь, может быть, ваш близкий человек вам предложит, а давай-ка мы поедем, вот просто так, правда, без точного маршрута, давай мы побудем вместе пару дней, куда-нибудь вот поблизости даже, а может быть у кого-то и подальше. Маршруты могут быть, но те, которые на вдохновение, те, которые именно не какой-то план такой просчитанный. Ну, может быть, что-то и вы будете тут просчитывать не без этого. Мы мысли в порядок по четверке мечей приводим.
Но я тут вижу, что вам поездки, понимаете, помогают, мои дорогие козероги, и мысли в порядок привести, и чем-то вдохновиться. Так часто бывает. Просто даже недалеко, сидя в вагоне поезда, автобуса или за рулем собственного автомобиля, мы видим, как мелькают пейзажи за окном, и мы отключаемся на время от тягостных мыслей, от какой-то неразберихи в нашей голове. Вот что-то подобное вам помогает. Ну, а может быть, у кого-то и по делу. Продолжение следует, давайте узнаем, какое тут продолжение. Возможно ли, ну, хотя нам уже сказали, перемены. Давайте достанем карту. Да, ты тут еще многого не знаешь, тебе предстоит еще разобраться. Поэтому и не ставь перед собой каких-то жестких рамок и будь легок на подъем. По аркану шут, это мы хотим видеть мир. Поэтому это вообще какая-то перезагрузка, да, по карте идет хаос перед началом творения. Творение и еще не началось, будущее не родилось, но и прошлое уже завершилось, момент перехода. Конечно, тут самые неожиданные новости будут, или самые неожиданные, может быть, ваши решения, может быть, и предложения, или когда вы сами неожиданно для себя что-то переиграете. Будьте просто готовы идти в ногу со временем, потому что среди этой неразберихи еще вам придется как-то отстроить, ну, свою траекторию движения. Но, безусловно, это начало, мои дорогие. Но в этой колоде у нас шут жонглирует всем зодиаком, поэтому все в ваших руках. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.